Какие красавцы! Сегодня в порту два лайнера. Наш Enchanted Princess и Mardi Gras Карнавал. Мы сошли на берег Доминиканской Республики. Порт называется Эмбер Ков. Это частный порт. Его в 2015 году построила компания Карнавал. И он используется только для круизных лайнеров этой компании. Компания Princess Cruises тоже принадлежит компании Карнавалу. Большая корпорация. Мы в Доминиканской Республике, в частном порту. Отсюда можно доехать до города Порто Плата. Туда идут экскурсии, в основном многие пассажиры туда и едут. Мы планируем остаться в районе порта. Они здесь построили свой маленький курорт, здесь бассейны, бесплатные. Также есть курортная инфраструктура, магазины, бары, рестораны. Можно снять в аренду бунгало. Но мы планируем пойти на пляж. Мы еще не вышли за территорию порта. Идем под навесом, но на самом деле это и навес, и это еще солнечные батареи. Вот на той стороне их хорошо видно. Так что они вырабатывают свою электроэнергию. Выходим за территорию порта и повернем налево. Нужно пройти 15-20 минут до пляжа. Какие здесь горы. Какая она красивая. Доминиканская республика. Вот тут с ярким зонтиком стоит. No, thank you. Так же, как и вчера в Пуэрто-Рико, наши планы разрушила невыносимая жара. Под ее давлением, да еще под уговорами словоохотливого таксиста-гида, мы сдались. Он пообещал отвезти нас на хороший пляж Порто-Плата и по дороге показать главные достопримечательности. Это полицейский участок. Он сказал, что у них два вида полиции. Вот you want to put a window down? No, it's fine. И мы поедем вот на вершину той горы. Туда идет фуникулер, но мы поедем на такси и оттуда будем снимать. Вот мы все выше и выше поднимаемся.
Мы заехали, здесь уже дорога хорошая. Мы уже почти на вершине этой горы. И здесь работает фуникулер. Окей. Вот как в Рио-де-Жанейро, статуя Иисуса Христа. Мы поднялись на гору Изабель-де-Торрес на высоту 793 метра над уровнем моря. Здесь возвышается 16-метровая статуя Христа Спасителя с распростертыми руками. Она почти вдвое меньше знаменитого оригинала в Рио и была установлена в 1970 году. Всю вершину горы занимает ботанический сад, настоящий тропический рай с экзотическими растениями, пальмами, орхидеями и прохладными тенистыми тропинками. Мы спускаемся сейчас к фуникулеру, и вот крыша этого здания выглядит как флаг Доминиканской Республики. Нам не совсем повезло, здесь должен открываться очень красивый вид на город, но или это туман, или это облака, я не поняла. Мы так высоко забрались, что мы прямо над облаками, и поэтому плохо видно, потому что облака нам загораживают весь вид на город. Фуникулер не работает, и вот эта смотровая площадка сегодня не работает, и облачно очень, поэтому нам сегодня не совсем повезло. Вот город, он такой большой. Ну, красиво. Вон там статуя Иисуса Христа. Это мой муж. Красавец. Новую шляпу ему купили, потому что он забыл кепку в каюте. Тебе идет эта шляпа? Пацан подошел, говорит, а я начался включил. Похож. Вот такие растения интересные, когда Павлик их трогает, они закрываются. Но их оно не убивает, они потом открываются. Их трогаешь. Вау, и они закрываются. Morir, vivir in Spanish. Say it again? It's die and life. Окей. Morir, vivir. Переводится как умирает и оживает. Пошли вот на этот мост. И отсюда я пытаюсь снять вид на город. Такая она вся красивая Доминиканская Республика. И горы, и море. Все очень красочно. Мы выезжаем из этого национального парка. Сейчас мы будем спускаться, поэтому мы будем ехать очень-очень медленно. А это вот военная полиция. До этого была гражданская полиция, это военная полиция. На территории военной зоны установлен старинный паровоз. В XIX и начале XX века поезда играли важную роль в перевозке сахара с плантаций к побережью. Именно такие локомотивы использовались в то время для транспортировки ценного груза.
По дороге наш гид уговорил нас заглянуть в музей янтаря. Честно говоря, это был больше магазин, чем настоящий музей, но посещение оказалось неожиданно познавательным. Нам рассказали о происхождении доминиканского янтаря и удивительном камне Ларимаре. Dominican Republic #1. По их мнению, доминиканский янтарь – один из самых ценных и редких в мире. Девушка рассказала нам, где его добывают, как внутри янтаря оказались насекомые, и что кроме медового цвета здесь встречается зеленый, синий, красный и даже черный янтарь. Также мы узнали о лечебных свойствах янтаря, он обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. И самое главное, как отличить настоящий янтарь от подделки. На ощупь он слегка маслянистый, а если опустить его в соленую воду, настоящий янтарь всплывает, а фальшивый нет. Отдельное внимание уделили Ларимару, полудрагоценному камню, который встречается только в Доминиканской республике. Его еще называют каменное Карибское море за волнистую голубую окраску, напоминающую лазурные воды. Ларимар считается символом мира, покоя и женской энергии. Кольцо так переворачивается, получается. Будет Ларимар, который здесь добывается. Something unique, different, very beautiful. Янтарь вместе с Ларимаром. Of course. Мы приехали на самую фотогеничную улицу города. Говорят, идею позаимствовали из Португалии, и в Порто-Плато улица Зонтиков быстро превратилась в настоящую городскую достопримечательность. Здесь фотографируются все, и туристы, и местные. А вдоль улицы расположены кафе, сувенирные лавки и небольшие галереи, что делает прогулку особенно приятной. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Música, música, música de la República. Ajá. Рядом с улицей Зонтиков находится еще одна инстаграмная локация – улица Пассео де Дона Бланка. Бронзовая статуя здесь посвящена Бланке Франческине Раньери, в честь которой названа эта улица. В конце XIX века Дона Бланка вместе с супругом основала отель «Европа», первую гостиницу в городе, которая принимала иностранных путешественников. Решение увековечить память Доны Бланка было принято в 2017 году. Так городские власти и жители Пуэрто-Плато решили отдать дань уважения женщине, стоявшей у истоков туризма в регионе. А розовый цвет улицы ассоциируется с образом Донны Бланка как символом женственности, элегантности и романтики. Проезжаем мимо масонской ложи. Здание было построено в XIX веке и признано национальным памятником. Вход туда открыт преимущественно для масонов или по специальным приглашениям.
Масонская ложа сыграла важную роль в общественной жизни Пуэрто-Плата после войны за независимость. Пуэрто-Плата в переводе с испанского означает «серебряный порт». Пожарная станция. Все ясно с первого взгляда. Климат здесь почти круглый год идеально подходит для отдыха. В году около 300 солнечных дней. Именно поэтому Пуэрто-Плата считается одним из лучших курортов Доминиканы. Скоро мы это проверим. Едем на пляж. Посмотрим, действительно ли здесь так хорошо, как говорят. Мы приехали на такой красивый пляж. Наш гид нам дал 2 часа. Песочек как песочек, водичка как водичка. Мы уходим с пляжа. Такой спокойный пляж, никого нет. И вот там вот маленький островок, и на нем статуя Нептуна. Мы приближаемся к главному католическому храму Пуэрто-Плата, собору святого Филиппа Апостола. Его величественный фасад с 2 высокими колокольнями и элегантными арками сразу выделяется на фоне колониальной архитектуры. Этот храм не только религиозный центр города, но и одна из его архитектурных жемчужин. Кафедральный собор святого Филиппа Апостола имеет непростую историю. Первоначальное здание, построенное еще в XVI веке, было полностью уничтожено огнем в 1863 году во время войны за восстановление независимости Доминиканской республики. Современный собор был построен заново и после нескольких перестроек окончательно приобрел свой нынешний вид в 1956 году. Собор довольно большой, с высокими сводами, арками и колоннами. Их 12. В честь 12 апостолов. На витражах изображены сцены из жизни Иисуса Христа. Флаги разных стран на этой улице – это знак дружелюбного отношения местных жителей к туристам со всего мира. Мало, а утром, конечно, все же заняты.
такая водная для деток с горками. А там дальше аквапарк. Вон какие большие горки. Я не видела изначально. Здесь довольно-таки большой водный парк. Спа. Сюда садишься, опускаешь ноги. Я еще не готова к этому. Боюсь щекоток. Сейчас я хочу подняться на смотровую площадку. Поднялась я на смотровую площадку, но здесь оказался бар. Такой вид. Жалко, наш лайнер не видно отсюда, только карнавал. С хвостом кита. Все, больше сделать нечего. Здесь даже уже бар пустой, не закрываются. Марди Грасс справа, а Принцесс слева. И мне налево. Самая лучшая часть перед заходом на борт — это холодные полотенца. Ай. И водичка холодная, ледяная. Раньше они огуречную делали, а сейчас лимонная, простая и апельсиновая. Мы отходим от Доминиканской республики. На палубу я подниматься не стала. Там очень жарко, поэтому снимаю из ресторана. Что за суп у тебя сегодня? Акстел. С хвостом. Буйволы или коровы? Ну, прошлый раз был лаки. Ни у кого не попался. Мясо. А сейчас я мясо попала. мне попалось. Прям, значит, это буйвол, а не корова. Да? Или бык? Это хвост. Хвост чей? Быка? Конечно. У коровы нету хвоста. Ну, поверят же тебе. Сельский парень, все знает. Ну все, ты попрощался с Доминиканской республикой? Как она?